Детский оздоровительный лагерь «Елочки». Сейчас это освобожденная территория Луганской Народной Республики. А до этого 8 лет эти корпуса занимали украинские диверсанты и их иностранные наставники. Американцы приезжали. После их бегства остались орудия пыток и следы преступлений против мирных граждан, которые совершали солдаты 8-го полка сил специальных операций разведывательного управления Министерства обороны Украины. Все, что раньше было под грифом «совершенно секретно», теперь становится уликами в расследуемых прокуратурой ЛНР уголовных делах. В руках народной милиции республики оказались и карты планируемого нападения украинскими войсками. Изображены позиции диверсионно-разведывательных групп, которые планировали вброс на территорию ЛНР 24-25 числа. В ходе обыска и просмотра помещений были обнаружены взрывчатые вещества, подготовленные для минирования объектов местного населения, такие как коробки, замаскированные под обувь. Рукой открой. Спортивные сумки, несколько килограммов тротила, рядом на полках детские игрушки, из которых уже торчат провода. Именно этим тротилом украинские диверсанты и начиняли плюшевых зайцев и медведей, готовя адские подарки для детей Луганской Народной Республики. Украинские диверсанты проникали в ночное время в тыл и оставляли заминированные игрушки на детских площадках. Обучали их этому иностранные инструкторы НАТО. На стене в штабе висит инструкция о том, как командирам нужно принимать то или иное решение. Один из критериев – соответствие доктрины НАТО. Официально Украина в этот североатлантический военный альянс не входит, при этом команды украинским солдатам отдают иностранные офицеры. Американцы приезжали. Нас тогда построили, меня не было на смене, а ребят построили, боевые группы, а мы сидели, ребята все слышали, этот самый, им сказали, не будете стрелять, не получите денег. Разведчики ВСУ служили по контракту, рассказывает бывший охранник этой базы. Он стал сотрудничать со следствием, поэтому готов показать все. Дали на выбор, либо уйдешь на срочку, либо будешь по местности, здесь на контракте. И нас забрали в роту охраны. Отправили с Северодонецкого военкомата. Адекватные здесь, это были единицы. В основном они использовали у нас вот там вот ворота. Они на воротах постоянно вешали флаги правого сектора. Там на домике боевой группы они тоже вешали флаги правого сектора. Но отношение было очень плохое. У нас даже было такое в роте, нас в основном называли сепарами. А нас даже не пускали ни в боевые группы к зданиям близко, чтобы мы не подходили ни к снайперским. Несмотря на то, что север Луганской области находился под контролем киевской власти, военнослужащие сил специальных операций Украины считали представителей местного населения неблагонадежными и людьми второго сорта. Вот это рубка связи, там был штаб, тут жили боевые группы. Тут изначально жили, нас до них вообще даже не пускали. Там жили, тут, кстати, еще жил 3-й полк с ними. Там жили инеи, которые занимались информационной войной. У них был позывной инеи, они были наверное, со Львова. Нам говорили, что они со Львова. Один из филиалов украинской фабрики лжи. Палатка с портретом Бандеры и Шухевича и надписью «Львовское убежище». Националисты во всех частях украинской армии выполняют роль политруков. Проводят идеологические беседы, заставляют читать литературу по истории УПА, Украинской повстанческой армии, которая воевала на стороне фашистов в годы Второй мировой войны. Эта книга была издана в 1995 году в канадском Торонто и официально заказывалась воинскими частями Украины, что подтверждают библиотечные штампы. Здесь, например, стоит печать ХМ Ельницкого гарнизонного дома офицеров. Спасибо всем, кто пожертвовал из Америки и Канады на выход этой книги. Украинскую идею они здесь расписывают. Дивизия Галичина и украинское подполье. Вот что изучали для того, чтобы повышать боевой дух. Вот их герои.
Это вот столовая, там жила рота охраны, водителя, а там вот здание, сейчас пройдем, я покажу, жили, приезжали офицеры, там жил весь офицерский состав, который, заведовал полностью лагерем. Вот здесь они гостей всегда встречали. Один раз был даже случай, они понапивались здесь, а мы сидели, склад охраняли, а они начали стрелять, в сторону, в разные стороны. Вот здесь вот проживал командный состав. Зайдем. Вот здесь вот жили просто офицеры, а в этой комнате жил командир, который прожил, всем заведовал полностью. Имя и позывной командира диверсантов известно. Сейчас ведется его поиск. Работой, связанной с диверсионно-подрывной деятельностью, занимались бойцы второго отряда. Командиром данного отряда является Ковальчук Евгений Александрович, 82 года рождения, уроженец города Хмельницкий. Значит, позывной его Гламур и, либо Женя Красивый. Среди оставленных в лагере вещей украинские разведчики бросили и тактические карты с боевыми заданиями. Некоторые данные говорят и о том, что готовились диверсии на территории Воронежской и Ростовской областей. Основным направлением 8-го полка является диверсионно-разведывательная задача в тылу ЛНР, ДНР. Подготовкой бойцов спецназа занимались инструкторы из НАТО. Значит, особое внимание было уделено диверсионно-подрывной деятельности. Также в состав второго отряда входили снайперское отделение, бойцы которого активно работали по ликвидации военнослужащих народной милиции ЛНР. Также они должны были выполнять задачу штурмовиков во время планируемого Киевом в феврале этого года нападения на Луганскую Народную Республику. Бойцы диверсионной группы 8-го полка сил специальных операций 24-25 числа февраля планировали заход на территорию ЛНР для ликвидации ударных позиций 2-го армейского корпуса и обеспечения наступления для вооруженных сил Украины. Для этого украинским солдатам их кураторы дали в руки оружие импортного производства. Некоторые образцы остались еще в схронах. Ну, что это в итоге? Иностранные системы противотанковые, комплексы НОУ. Украинцев научили ими пользоваться. Вот инструкция на стене учебного класса. А это уже разговорник, чтобы солдаты лучше понимали приказы командиров иностранцев. Вот здесь вот проживали снайпера. Вот это, видите, обделанная комната. Это приезжали волонтеры из Хмельницка. Вот это вот здесь жили снайпера. Мы неоднократно видели, как они изготовляют сами патроны. Вот даже можете посмотреть гильзы. Валяются снайперских винтовок, пули, которые они переделывали. Да, они ездили на линию разграничения. Неделя проходит, следующая возвращается. Они поочередно дежурили. Всегда выезжали с боевыми группами снайпера. Идти и погибать в бою украинских солдат заставляли не только обещаниями денежных выплат или с помощью идеологической обработки. Командиров диверсионных групп держали на крючке сотрудники СБУ с помощью шантажа. Значит, нами была получена информация о том, что сотрудниками СБУ велась разработка в отношении военнослужащих 8-го полка. Документировали их на различные компроматы. Под разработку агентов СБУ попал заместитель управления сил специальных операций Олег Нечаев. Он был замечен в финансовых махинациях и супружеской измене. Сдал его один из приятелей, с которым он часто вместе отдыхал. СБУ собирали на своих же солдат досье через знакомых, родственников. Сейчас они уже дают показания на то, как сами были вовлечены в схемы шантажа. Я ему просто задал вопрос, есть знакомый магазины Ибисы, чтобы как-то со скидкой купить израильский вот этот автомат Тавр-17.
А он говорит, я тебе помогу решать этот вопрос. И как-то вот... А вот это вот блиндажи, и они расположены по всему лагерю. Здесь, когда боевые группы в основном, они здесь прятались и употребляли наркотические вещества. Что, кололись? Насчет кололись не знаю, а вот что курили 100%. И нюхали всякую гадость. Вот это вот бассейн, они здесь купались женщины низкой социальной ответственностью. Они там парились в бане, здесь баня сделана. Вот здесь они употребляли алкогольные напитки. А по соседству располагалась камера пыток. Сюда привозили пленных с Луганска и гражданские лица. Их, когда были, еще и в 18-м году привозили очень много людей сюда. Здесь когда-то поймали возле лагеря человека, у него был русский паспорт. Они его сюда запрятали и били постоянно. Из этого подвала пленников, если они оставались живы, забирали спецслужбы, рассказывает бывший охранник, и сам удивляется ужасным орудием пыток. Как ты что делали? Здесь людей били сильным разрядом тока, приковывали на цепь. На полке до сих пор лежит дубина с наручниками, нож. На полу тазы и тряпки. С помощью них узникам этого подземелья заливали в легкие воду. Так саперы решили на месте уничтожить украинские взрывные устройства, замаскированные под плюшевые игрушки. Идет зачистка территории и по периметру, ведь вокруг детского лагеря украинские военные установили минные поля. И сейчас российские солдаты и сотрудники народной милиции ЛНР делают все необходимое для того, чтобы снова этот лагерь стал оздоровительным, где бы дети, как и раньше, могли бы отдыхать и играть в безопасности.